Здорово, народ. Короче, делаем тест. Продолжаем. Благодаря первому тесту узнал много чего интересного. Так, первое. Оказывается, в чем ошибался? Что это? Думал, что файл пишется целиком, и сколько будешь писать, столько будешь писать. Раньше писала по 30 минут, она вырубалась, файл закрывался, и она включалась и продолжала писать дальше сама. А сейчас этого не произошло. То есть она писала все время, а я подумал, что файл так и пишется. Когда открыл, достал, все, нифига. Опять 29,99 и там что-то еще сколько-то миллисекунд, секунд. Вот. И дальше писала, но я что проверил? Я соединил два файла между собой, ну, конец и начало, да? И нет вот этого разрыва в 10 секунд, как раньше было, там 10 или 12 секунд. Вот, так что этот они побороли, это недоразумение. Ну, как и везде, да, когда просто пишется там. У девятки GoPro было по 10 минут писала файл. Ну, он писал цели, ну, камера не выключалась, ничего. Просто файлы рубились по 10 или по 8 минут. Что такое, не помню. А сейчас у 12 сделали, там уже 14 минут пишет файл. Удлинили они его. То есть здесь уже они этого добились. Все, замечательно. Теперь, что я сразу не обратил внимания, получается уже один файл, не два, как раньше надо было сшивать, а один. Но я не допер, я думал, а зачем тогда его сшивать? Нет, не все так просто. У них же свой формат. INSV, по-моему, как-то INSV, как-то так вроде называется. Точно не помню. Вот. Так, это вот еще 30 минут получилось 45 гигабайт по разрешению 8К. И это загрузилось быстро, потому что с ним идет кабель. Я не знаю, ну, там 6 минут, по-моему, нагрузилось. Благодаря этому кабелю передача, не знаю, с чем это связано, но быстро загрузилось. И шила быстро. Ну, то есть, вот там все, что нужно было, тоже быстро. Этих полчаса. Я и время засек, но, наверное, 2,5 часа это точно, но примерно. Врать не буду, потому что я засек 8:18 было, как я поставил. А во сколько закончила, прощелкал. Ну, а потом собрал в этом. Появилось шитие оптическое, динамическое и искусственного интеллекта. Как искусственный интеллект сшивает. Ну, наверное, программа подключается через, не знаю, через интернет. Но динамический был некачественно, а вот оптический и искусственный хорошо шили. Там было видно две таких нестыковки в динамическом, а тут прям хорошо сшило. Вот. Ну и поставил я где-то без 15-12 или что-то. Нет, 11-18 было. Вот, я поставил экспортировать. Там 33 минуты, что ли, или 34. Что-то такое. Ту нашу дорогу, что я ехал сюда. И что? И вот в 3 часа я поехал, было 58%, как оно вот за 3 часа почти, ну, чуть меньше. Это 58% экспортировало. Ну, я комп закрыл, не знаю, вот оно будет. Я специально запомнил, чтобы сколько процентов
Если оно комп в закрытом работает или нет, ну не знаю, не знаю. Вот, теперь следующий момент. Это мы потом проверим. Следующий момент. Выведет 52 гигабайта. Но я в полном разрешении на 8К, как было, так и вывел. Теперь следующий момент. На камере, вот я сейчас включил, все, она смотрит сюда. То есть то ли функция лица включена, то ли еще что-то, не разобрался пока. Я попробовал ее переключить. Я думал, что как бы вот это, если это линза ведущая, вот, которая смотрит на меня, можно переключить, чтобы была линза там, ведущая, вторая. То есть определить, какая линза будет, когда включаешь блокировку, потом какая линза ведущая. Но обычно дисплей сюда, то значит противоположная должна быть ведущая. Не знаю. Я что-то как-то попробовал там в процессе езды переключить. Но не это. Что-то не получилось у меня. Сейчас попробуем, может, еще раз тут. Изменений не произошло. Ну вот она на меня смотрит. Я сейчас ее разверну, попробую. Ну вот она все развернулась, смотрит вперед. Но не знаю, вот имеет это роль, не имеет, или где-то в настройках установить, пока не разобрался. Ладно. Следующее, что заметил, я ее мерил, температуру, на ней стоит как сказать, выскочил у меня русский язык. В чем вы вставляете в камеру? В кронштейн, скажем, назовем кронштейн. Не могу, выскочило слово, не могу вспомнить. Вот, она находится в каком-то таком корпусе дополнительном, да? И он был назван термо. Но он такой гнется, все это. Я сразу не понимал, зачем это. А потом оказалось, он забирает тепло. Так вот, я когда выключил камеру, тут она была 43-40... вру! 37 я мерил, по-моему, да? 37-38. А вот когда я его выключил и померял с той, потому что я когда руками взялся, она прям горячая. С той стороны было 50, но я с этой стороны не проверил. Вот, со стороны, где находится вот этот вот радиатор, так называемый, терморадиатор, который, чтобы забирал тепло, он был 50 градусов. Вот. Не знаю, но вот я в этот раз, сейчас вот ее когда выключу, я проверю для интереса, сколько будет. Ну, греется хорошо. У меня X2 грелась 43-44, я уже говорил. Вот она была с такой температурой, стояла. Сейчас мы открываем, чтобы жарковато было. Вот. Дальше звук, ну звук обалденный. Звук пишет. Я использовал микрофон. Вот, не надо. Хорошо пишет звук. Прям вопросов нет. Понятно, что где-то там на улице, когда будет ветрозащита, вот это нужно все. Вот, но продаются к ней эти накладки для ветрозащиты. 18 баксов стоит. Так что вот. Вот такие как бы пока первые впечатления. Ну, я был сейчас поставил яркий ну там есть 3 варианта, да, на профиля, на этом, скажите, я скажу, на камере было 3. Яркий, стандартный и плоский, чтобы потом можно было цвета вытягивать. Но у меня ощущение, что на телефоне выбрать можно больше этих функций. И еще. Но это мы потом проверим. Сейчас поставил яркий. Там, когда по улице ходил, так поставил плоский и потом к нему прикрутил нут. Вот, ну и с X2 лучше подошел, с X3 был такой сильно много фиолетового и синего было. Профиль. Ну ладно. А что еще? Они сюда поставили объективы. Выбираешь максимально широкий, супер широкий и нормальный. Так вот, когда мы сюда ехали, я поставил нормальный, а сейчас поставил максимально широкий. Я не знаю, возможно, это для восприятия, чтобы вы видели через этот экран что-то, если вам надо, или через телефон.
Но или же это и отразится потом и на самой съемке. Как проверить, нужно будет просто в одной комнате поставить, там, минуту снять так, минуту снять так и минуту снять так. 3 файла будет. И тогда попробовать посмотреть разницу на какой-нибудь максимально удаленном, если будут видно какие-то границы или нет. Ну, что больше нахрен. Хотя 360, как больше? Куда больше? Что-то я не понимаю. Это, ладно, я плоское видео снимаю, и тогда, да, вижу, что я хочу видеть. Возможно, точка камеры от какой-то границы, глубины, скажем так, вот, как-то, ну, потому что немножко удалилась она. Вот это еще, может, играет, как бы, не знаю, вот как бы шар, мы находимся внутри, а шар снаружи, и он как бы удален. Вот, может быть, не знаю, не могу сказать, но вот, возможно, такая байда. Вот. Вот эти вот такие вещи, которые нужно будет еще доработать, ну, там, поймется, но не поймется. Но вообще, конечно, интересно. Ну, вот, теперь мощности нужны. Потому что если видео 30 минут будет обрабатывать 6 часов, и вам нужен разрешение 8К, а потом вы 50 гиг будете грузить еще всю ночь, ну, да, это... А, вот что это такое поехал? А, Феррари. Ну, тут 50, но ему, наверное, тесно. 50. Не может я, а вот еще одно. А, это Бэха. Да, жмет, это кони под задницей жмут. Звучок такой нехилый. Так что вот, ребят, это пока такие первые впечатления о камере. Ну, посмотрим, как там будет дальше дело обстоять. Разрешение, конечно, бомба. Я так понял, ну, когда вот сейчас вот загрузил, я еще ж на канал не загрузил ничего. У меня уже, вернее, загрузил, еще не опубликовал. Сегодня вечером постараюсь опубликовать, чтобы завтра уже вышло. Вот. Но просто посмотреть, как там будет. И это... Потому что только Chrome показывает 8К, а все остальное обрезал до 4. Ну, я так думаю, что они скоро включат. Вот. 8К, ну, раз уже камеры пошли, значит, они будут подключать. Это все, значит, смысл купил камеру, смотреть негде, да? Вот. Поэтому хочется там посмотреть, как там будет. Потому что 5,7, ну, когда обрезала до 4К, то было видно. Качество. Ну, можно сказать, что мы пионеры в этом, да? Вот. Все, кто это покупает сейчас, эту продукцию и так далее. Потому что качество ее вот оставляет желать лучшего. Ну, а мое мнение, я не договорил просто, что это вот 8К, по крайней мере, пока то, что я видел, не видел на большом экране, вот, там, через интернет именно посмотреть после сжатия, после загрузки, как оно показывает, то вот это вот 8К это как раз та граница, под которой уже идти не стоит для 360 камер. Ну и, естественно, для рефрейма у нее улучшилось все вот эти вещи, которые вы теперь можете с нее брать. Просто бомба. Хлопцы дразнятся, балуются хлопцы. Ну, можно, у них машины это позволяет. Так, мы сейчас поедем немножко на другое место.
Но мы не едем домой, мы едем еще на одну работу. И там сейчас посмотрим это. Как вот старые здания валят. Будем их просто проезжать. Старые здания валят, а их вместе будет вырастать новое. Интересно посмотреть. Туннель нагрелся, 22 градуса внутри. На улице прохладнее, 19 было. Сейчас, может, правда, поднялось. Сейчас посмотрим. Хотела глянуть, сколько мы едем, сколько пишем, она вырубилась, да? Нет. Сейчас посмотрим. Если подключится. Камеру нашло. А так можно не подключаться. 19 минут пишем. Ну ладно, она подключится. Все подключилось. Что я делаю? Куда я поворачиваю? Дальше надо. Балбес.
Всё. С паркованием у нас там или у нас тут проблемные дела. Еще этих клумб наставили тут. Ничего, запаркуюсь. Так, приехали. Сейчас, ребята, проверим температуру сразу. Вот отсюда для интереса. Так, сколько? 38. А сейчас я не знаю, если попробую камеру сейчас повернуть. Так, а тут? Ну, а тут 54, вот не вру, вот 54. Все-таки этот термо забирает, нехило нагревается оно с этой стороны. Это... А вот сейчас с этой стороны покажу, что тоже не вру, что 38, вот. 38. То есть нормально разница, все-таки эта штучка забирает. Ну вот так вот. Так, ну вот очередной тест прошел, тест. Посмотрим, как будет дальше. В общем, пока положительные эмоции. А дальше будет видно. Так что всем спасибо за ваше время. Всего доброго. И до скорых встреч. Ага, странно. Вот сейчас, когда на меня смотрит, то вот эта штучка поворота камеры, ну, поворота это налево, как, знаете, как фронтальная камера или это, лицевая, да, или там вот, тыловая, это, ну, вот вперед-назад, да. Вот сейчас желтым горит. А вот когда нажму, чтобы горела туда, горит просто белым. Вот сейчас покажу, что она желтым вот загорелась, вот желтым внизу, вот желтым внизу горит. А вот сейчас нажму, чтобы она в обратную сторону была, вот она белым загорелась. Что это значит? Надо это поковыряться. Вот, ребят, ну всем спасибо за ваше время. Всего доброго и до скорых встреч.